Привет, это Саша Акимов, и сегодня мы поговорим о том, насколько актуальна Ricoh GR второй модели в 2020 году. Компания Ricoh стабильно обновляет свою легендарную линейку GR раз в 3 года. В прошлом 2019 году как раз была выпущена третья версия этой камеры, у которой были достаточно серьезные изменения. Появился тачскрин, появился стабилизатор, поменяли матрицу на более мегапиксельную и поменяли процессор. И целый год третья версия продавалась параллельно со второй. Но недавно Ricoh объявили, что GR2 перестают выпускать, и теперь эта камера стала внезапно достаточно редкой, и теперь ее не так легко купить. В мире их осталось в продаже, наверное, пара тысяч. В России их всего лишь меньше 50 штук сейчас в наличии. Многие сейчас задаются вопросом, а стоит ли покупать эту недешевую камеру, такой премиальный компакт себе для каждодневной съемки, при том, что уже появилась, пускай, да, та, конечно, камера значительно дороже, уже третья версия все-таки появилась, и актуальна ли все еще по своим характеристикам и возможностям вторая модель? Так как я довольно долго использовал и вторую версию, и третью версию GR, я считаю, что смогу помочь вам разобраться в этом вопросе. Прежде всего, стоит отметить самые главные плюсы и фишки этой камеры. Это, например, то, что у нее крупный сенсор APS-C формата, всего лишь 1,5 кроп. Динамический диапазон у матрицы очень хорош. Не сказать, что он супер фантастический, но иногда он впечатляет. Например, вот снимок был сделан при ISO 2000, при том, что был выбит и окно, и все, что в тени, тоже было не видно. Но он при этом тянулся, даже при таком высоком показателе ISO. И цвета, в принципе, не деградировали. В большинстве ситуаций предпочтительнее было бы не доэкспонировать, конечно, кадр. Тени достаточно хорошо тянутся, если не тянуть дальше, чем на 2-3 стопа, цвет не деградирует, не появляется каких-то серьезных артефактов, картинка выглядит пристойно. Заметно шуметь матрица начинает с 1600 ISO, до 2000 вполне все терпимо, но 3200 это, пожалуй, уже крайнее значение для нее. Также автоматический баланс белого склонен немножко ошибаться в синеву, иногда чуть-чуть в зелень, но это все легко правится на постобработке. 16-мегапиксельное разрешение по современным меркам это, конечно, уже невеликое достижение. Кадрировать такой кадр будет не так уж просто, но с другой стороны камера тебя этим дисциплинирует, заставляет тебя подходить ближе к объектам, а не пытаться подкрысить где-то там издалека на 28 мм, это вообще затруднительно, но она заставляет тебя быть близко к объекту съемки и заранее продумывать кадр. Фокусное расстояние 18,3 мм, что в эквиваленте равняется 28 мм, если пересчитать полуторный кроп. Это одно из самых удобных для повседневных зарисовок фокусных расстояний. У объектива относительно высокая светосила, f2.8 максимальная. Это позволяет не задирать ISO без лишней необходимости. Стекло это, если не самое резкое на свете, то, возможно, одно из самых резких. Качество картинки, микроконтраст и отсутствие хроматических аберраций или какого-либо виньетирования абсолютные. Объектив при включении и выключении выдвигается и задвигается, и, конечно же, при этом, несмотря на то, что здесь достаточно хитрая конструкция, все равно сосет пыль. Но со временем у любой подобной конструкции на матрице появляются сориночки. Такой компромисс это вынужденный ради компактности, потому что когда объектив сложен,
камера становится очень тоненькой. Также мощнейшим плюсом камеры является ее компактность. То, что ее можно легко положить в карман рубашки, и она даже почти не будет из нее торчать. Также камера легко помещается и в карман джинсов. Здесь она вообще полностью не торчит. Она размерами не превышает, своими габаритами, точнее, размеры телефона. Но гораздо удобнее, конечно же, носить ее в опциональном чехольчике для быстрого доступа, как пистолет из кобуры, чтобы можно было выхватывать. Сделать маленькую камеру, которой будет легко и удобно управлять одной рукой, задача достаточно нетривиальная. И я думаю, что Ricoh от раза к разу все лучше и лучше с этим справляются. Ну, JAR это не потолок, у JAR 3 эргономика мне нравится больше, но здесь тоже все достаточно удобно, все органы управления под рукой, можно легко настроить кнопки под себя и, в принципе, не заходить в меню без особой нужды. Сверху есть блокируемый барабан режимов, отжимаемый кнопочкой специальной. Естественно, очень приятная мягкая кнопка спуска. Кнопка включения, которая загорается, кстати говоря, при включении, поэтому лучше эту функцию сразу отключить, чтобы лишняя зеленая, так сказать, лампа тут не горела на фотоаппарате. И колесико, отвечающее за регулировку диафрагмы, приятно утопленное в такой ложбинке. Позади немного дурацкое расположение у кнопки просмотра отснятого материала. Она недостаточно сильно утоплена вглубь корпуса, и ее можно случайно нажать. Ну, я, конечно, не нажимал, но я чувствую, что шанс такой есть. У третьей модели она смещена значительно выше и гораздо сильнее утоплена, и там она случайно не нажимается вообще. Также сзади находится немножко дурацкая качелька, отвечающая за экспокоррекцию. Ну, качелька в целом свой функционал выполняет, просто она, ну совсем какая-то ни к селу, ни к городу по ощущениям. В третьей модели, естественно, от нее избавились, как от ненужного какого-то органа управления, и перевестили на adjustment, переключение экспокоррекции по умолчанию, что гораздо удобнее. Рычажок adjustment кликабелен, на него можно надавливать, и тогда вызывается быстрое меню, в котором можно поменять основные функции съемки. Также сзади имеется бесполезный достаточно рычажок переключения режима фокусировки. Я не знаю, что за дурачок будет следящий автофокус использовать на этой камере. Ну, окей. Видимо, такие есть, раз этот рычажок добавили. Здесь рабочий вариант — это только одна маленькая центральная точка. Это не значит, что это плохо. Просто так удобнее. Потому что когда в третьей модели фазовые датчики на матрицу запихали, тогда все-таки следящий фокус стал работать худо-бедно неплохо, его реально можно использовать в не очень динамичных сценах, опять же. Крестовина с кнопочкой меню и ОК в середине тоже достаточно стандартная. Тут режимы вспышки, можно переключиться в макрорежим, кстати, это вот особая фишечка конкретно камеры Ricoh, линзы выстраиваются иначе, и может камера ближе фокусироваться, это очень круто. Тут же баланс белого и режим протяжки у меня на FN1 стоит. На левой грани корпуса камеры находится еще два органа управления. Это рычажок, отвечающий за вспышку. Она маленькая, но достаточно мощная. Бабахает, будь здоров. Для таких компактных размеров можно сказать, что она довольно мощная. Также здесь есть кнопочка со значком Wi-Fi и с надписью «Эффект». Сюда можно на самом деле запрограммировать любые функции, но если длительно нажать на нее, то вызывается соединение по Wi-Fi, и можно сбросить на мобилу фоточки или удаленно управлять с телефона камерой через приложение.
Меню камеры довольно сумбурное по сравнению с тройкой, где все привели в порядок. Поэтому, что я могу сказать? На самом деле можно все настроить однажды под себя и больше в него не заходить более. Ну, я, в общем, так и сделал и вполне доволен. То есть я просто запрограммировал все кнопки, на которых у меня нужен быстрый доступ к тем функциям, которые меня интересуют. А кастомизация здесь просто великолепна. И больше в меню не заходил. Ну, может, раз-другой, когда что-то захотелось опционально там поменять. Все аксессуары для Ricoh GR первой и второй модели взаимозаменяемы, совместимы с обеими моделями. Существуют всяческие ремешки опциональные, просто тканевые стандартные, есть кожаные с тиснением, с буковками GR. Ну, я использую от DJI, потому что он мне нравится, и у него удобный скользящий вот этот вот, я не знаю, удавочка такая. На руку удобно ее нацеплять. В основном все аксессуары цепляются на кольцо вокруг объектива. Здесь колечко снимается. И можно, собственно, надеть колечки другого цвета. Как, например, у меня. Я взял себе золотое, потому что оно секси. Также существует вот такой адаптер для того, чтобы бленду крепить и светофильтры. Можно и полярик, в принципе, и ND-фильтр накрутить. Вот так крепится, здесь такая защелка сбоку. Вдеваем до щелчка, вот сюда можно накрутить светофильтр. Не помню, какой диаметр. Сверху на этот адаптер можно надеть бленду. Тут надо совместить тоже что-то с чем-то. Я не помню, что с чем. Вот, надо совместить. Вот, и так вот получается бленда. В принципе, бленда не особо нужна для этого объектива. Он зайцы почти не ловит ни при каких обстоятельствах. Мне она ни разу не понадобилась, но она продается комплектно с переходником. Выкидывать я ее не собираюсь, естественно. Переходник нужен, в общем, для того еще, чтобы прикреплять вот такой широкоугольный конвертер. Довольно-таки мощный, увесистый, в нем стекла, там всяких элементов просто немерено, чтобы компенсировать разные косяки, которые могут образоваться при его подключении. Он поставляется с такой вот сзади крышечка. У него есть еще вот такая нелепая резиновая, тоже бленда. Ну, она мне тоже ни разу не понадобилась, никогда ее не надевал, тем более, что она очень дурацкая. Здесь на 62 миллиметра у меня фильтрик накручен. Сейчас покажу саму линзу. Линза просто углублена там и довольно-таки выпуклая. Получается, что она увеличивает на 0,75 ширину обзора. И благодаря этому можно добиться эквивалентного 21 миллиметру фокусного расстояния на этом объективе. Вот так вот она накручивается, но камера становится очень тяжелой, перевешивает вперед сильно. В принципе, я думаю, что эта линза, наверное, весит больше, чем сама камера. И не так уж удобно ее пользоваться, она становится громоздкой. Не знаю, ну, иногда я ее использую для пейзажей, пару раз для стрита тоже юзал, но таскаться с ней так себе развлечение. Еще для GR есть видоискатель GV2, простой, оптический, цепляется горячий башмак, но он несказанно дорогой и довольно бессмысленный, на мой взгляд. Компактность, опять же, у камеры теряется, и ты уже не можешь камеру запихать или в чехол, или в карман с ним. Да, за последние годы многие технологии серьезно шагнули вперед. Появились APS-C-сенсоры с гораздо большим разрешением, я имею в виду именно в мегапикселах. Автофокус у более современных камер гораздо шустрее, там появились уже фокусировки по глазам, быстро схватывающиеся, следящий автофокус у многих гораздо лучше. Но
камера все еще достаточно хороша. Картинка с нее все еще чудесная, фокусируется она, при том, что там контрастная фокусировка, очень быстро. Особенно если использовать только одну точку посередине, а не изгаляться с светящим фокусом или каким-то многопозиционным. А благодаря ее компактности и легкости, ее достаточно просто взять с собой при любом выходе из дома. Хоть в магазин за хлебушком, когда идешь, все равно всегда есть шанс снять что-то по дороге интересное. Плюс камера вполне успешно маскируется под обычную мыльницу, которую люди не принимают всерьез, поэтому никто сильно не паникует, если ты его на нее фотографируешь. Никто не воспринимает тебя как серьезного фотографа или какую-то опасность, поэтому люди достаточно расслабленно реагируют на то, что ты их снимаешь. Но ее использование не ограничивается только стрит-фотографией. На самом деле ее здорово использовать и для съемки пейзажей, особенно если есть широкоугольный конвертер, можно и побольше захватить. Разрешение, конечно, у матрицы не слишком высокое, но благодаря тому, что объектив очень резкий, картинка получается просто супер. Ну и, конечно же, на нее приятно делать какие-то каждодневные, легкие, непринужденные зарисовки или просто ловить мимолетные мгновения. Так что мой ответ на поставленный в начале видео вопрос вполне очевиден. Камера все еще более чем актуальна в 2020 году, и на нее можно делать прекрасные снимки, и она является достаточно мощным инструментом в умелых руках.